Я думаю, большинство из вас уже почти прошли Baldur's Gate 3. Либо вас что-то в нем не устраивает, хочется чего-то нового и необычного, как-то разнообразить игру, чтобы продолжить ее прохождение. И у меня есть для вас целая сборка замечательных модов, которые сильно разнообразят ваш геймплей. Обязательно досмотрите это видео до конца, так как мы будем идти от самых популярных и полезных модов к менее популярным и сильно меняющим геймплей модам. А также в конце вы увидите, как установить все буквально в пару кликов. И первый мод скорее вспомогательный и нужен, чтобы получить вещи из других модификаций. Поэтому обязателен к установке. Телепортируют к нам вещи из сундука, который стоит в наутилоиде из начала игры. Теперь смотрим в инвентарь и видим следующие добавленные вещи из модификации Land of Reeds Samurai Armor. Эти легендарные самурайские доспехи добавляют в игру нотку японской тематики, что неплохо вписывается в игру. Имеют они следующие характеристики. Следующий мод добавляет меч Данте из Devil May Cry, который выглядит просто шикарно. Вообще я хотел добавить вместо него мод на Frostmourne из World of Warcraft, но, к сожалению, он смотрится не так эпично, поэтому тут именно этот меч. Ну и мод Native Camera Tweaks, за которым вы наблюдали все это время, добавляет, как ни странно, нормальную камеру, которую мы можем наклонять и поворачивать как захотим. С этим модом в связке можно установить еще и ходьбу на ВСД, но мне это не очень нравится, так как пропадает возможность сделать красивые пролеты и свободно перемещать камеру. Хотя я думаю, это можно как-то перебиндить и на другие кнопки. А данный мод добавляет в игру нижнее белье, которое обладает очень полезными способностями для исследования мира, такими как разговор с мертвыми и животными, а также изменение облика и обнаружение мыслей. Остальные я бы, конечно, не стал добавлять, но почему бы и нет. Кстати, во время того, как я искал следующую модификацию, мне пришло очередное обновление игры. А кто тоже хочет играть на актуальной версии Baldur's Gate 3, для вас я нашел отличное решение. Сервис Купикод предоставляет возможность покупки любых игр из всего каталога Steam гифтами и с минимальной наценкой. Этот сайт предоставляет буквально самую выгодную цену при покупке той же Baldur's Gate 3. Просто вводим мой промокод EvilNera, который дает скидку 10%, и теперь у нас цена почти как в самом Steam. Ну и как насчет множества новинок, которые я сейчас не могу приобрести. А на сайте Купикод для этого предусмотрена отдельная вкладка «Недоступные в РФ», где собраны игры, которые недоступны в Steam для российских аккаунтов. Но через Купикод их можно получить гифтом на свой российский аккаунт. И даже не нужно создавать новый с другим регионом для покупки. Которое, кстати, происходит всего в несколько безопасных действий, не требующих ваших личных данных. Выбираем ваш регион аккаунта, вставляем ссылку на аккаунт, вставляем промокод EvilNera и оплачиваем картой, а затем принимаем в друзья бота вместе с нашей игрой. А также перед покупкой рекомендую авторизоваться через ВК или Telegram, чтобы получить дополнительные 50 рублей, а еще вы будете получать кэшбэк с каждой покупки. Ссылки на Купикод вы найдете в описании и в закрепленном комментарии. Respec Elite Powers — очень полезный мод, который сбрасывает ваши элититские способности при смене вашего класса у старого деда. И теперь можете не переживать, если ранее вкачанная элититская способность вам не понравилась или оказалась абсолютно бесполезной. Ну а теперь рассмотрим более масштабные модификации, которые в связке добавляют улучшенную некромантию. Так как в ванильной игре некромант многих разочаровал, эти модификации попытаются удовлетворить мечты каждого суммонера. Dread Overlord добавляет новый подкласс некроманта, только уже за класс колдуна. Мод прибавляет просто куча новых способностей, которые сейчас и протестим. Если хотите подробных обзоров на подобные большие модификации, пишите об этом в комментариях или у меня в телеграм-канале. А сейчас мы рассмотрим самые необычные способности. Предводитель проклятых, скелет-гигант, призывает огромного скелета просто с огроменным уроном. А вы о чем подумали? Предводитель проклятых, скелет-колдун, призывает неплохого мага, обладающего некоторыми полезными магическими способностями. Призвать светящихся скелетов. Название говорит само за себя. Теперь в вашем распоряжении целая армия из 15 не очень сильных скелетиков. Но зато они любят потанцевать. Призвать ужасного скелета тоже понятно, что добавляет неплохую боевую единицу, которая тоже не очень сильная, но хп много.
Рыцарь смерти. Поднимая его, у меня случился баг, при котором он спавнится без оружия. Но надеюсь, если бы оно у него было, он бы был хорошим воином. Ну и далее обычные спавны уже нам известных мумий и тени. Но зачем они добавлены в этот мод? А сейчас я вам как раз расскажу про главную особенность этого мода. Вся наша многочисленная армия суммонов будет управляться искусственным интеллектом. Да, не все. Самыми сильными вы сможете ходить сами, что очень круто. Кстати, это еще не все. Также мод добавляет призыв огромного дракона, потенциал которого я раскрыть так и не смог. Поэтому кто знает, как он работает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Следующие моды нам также улучшают некромантию, добавляя новые возможности спавна скелетов ближнего боя, причем в неограниченном количестве. Сами по себе они не очень сильные и выполняют только функции крестьянина с копьем, хотя он как раз любого бы затыкал. Но тут грех жаловаться на бесплатный и бесконечный призыв. Далее у нас превращение на 5 ходов в босса из второго акта. Сильный облик, которому понадобятся наши низкоуровневые андеды. Мы их поглощаем, и на один ход мы можем активировать нашу более сильную способность. А по окончании 5 ходов мы сначала проходим проверку интеллекта сложностью 17, провалив которую превращаемся в светящегося скелетика. А это не менее масштабный мод на новый класс Рыцаря Смерти, прямиком из Вовки. Тут разработчик попытался перенести особенности каждого подкласса, сохранив изначальную задумку в виде танка подкласса Крови и 2 ДД подклассов Фрост и Анхоли. Но, к сожалению, в Baldur's Gate они ощущаются не сильно-то по-разному. Но это если не вдаваться в подробности каждой пассивки. Кратко пройдемся по каждому подклассу. Анхоли ДК призывает 5 упырей, из которых 4 нужно еще заслужить, поубивая достаточно врагов для восполнения нужных очков. Теперь просто представьте лицо этого NPC, который бежал от меня на крышу много ходов, чтобы если что оттуда по мне настрелять с арбалета. А я просто телепортируюсь к нему и сношу кабину буквально за одну тычку. Еще Анхолик имеет некротические способности, которыми наносит невменяемый урон. Фрост ДК имеет дебафы, замедляющие врагов, ледяной урон по площади и опять-таки невменяемый урон, которым будет легко выкосить любого врага. ДК Крови имеет способности, повышающие выживаемость и дающие отхил, и также имеется невменяемый урон. А теперь к установке этих модов. Для начала нам понадобятся основные файлы, без которых не будут работать наши модификации из видео. Скачиваем Native Mod Loader и закидываем содержимое его архива в корневую папку с игрой, заменяя файлы. Далее устанавливаем BG3 Mod Manager для последующих действий. Распаковываем в любое удобное место, как рабочий стол, например. И начинаем скачивать остальные важные модификации, такие как Baldur's Gate 3 Mod Fixer, Script Extender, Tutorial Chest Summoning, Improved UI Release Ready и ассеты к этому же моду. После установки этих модов обязательно смотрим на странице мода, по какому пути его распаковать. Но по сути у нас всего 3 варианта на выбор. Один из которых это папка Mods, которая находится вот по этому пути. Корневая папка игры с папкой Bin, местоположение которой вам точно известно. И папка нативных модов на камеру и передвижение на VSD. После того, как все закинули по своим местам, заходим в мод менеджер и перетаскиваем наши моды из неактивных в активные. После чего выделяем все модификации и дополнительно экспортируем их в игру. А если эта инструкция показалась сложной, то переходи в мой телеграм-канал, в котором я выложу всего лишь один архив со всеми модами и разобью их на нужные нам папки, чтобы вы просто открыли их местоположение и перетащили все модификации в пару нажатий. А еще в телеграме я стал раздавать игры своим подписчикам. Спасибо тебе огромное за просмотр, за то, что оценил этот видеоролик и подписался, чтобы не пропустить вторую часть лучших модификаций. А также не забудь написать комментарий про очередное неправильное ударение в словах. Получается, бачу. И совсем не потому, что я тупой, правда.